Всем привет! Сегодня решил поставить, такой необычный эксперимент. Всегда было интересно, как лучше ставить брагу. Я всегда растворяю сахар на плите в воде. То есть, можно сказать, варю его до полного растворения. Многие просто засыпают в емкость и заливают водой. Вот. И сегодня все-таки решил поставить такой эксперимент. Какая брага будет лучше стоять? Быстрее и качественнее. Вот, значит. То есть имеем две одинаковые емкости. Получается по 6 килограмм сахара в каждую. Ну, соответственно, воды будет в одинаковых емкостях тоже одинаковое количество. То есть абсолютно одинаковые. Единственное, только будет в одной растворенный сахар, то есть вот сваренный. В другой емкости будет просто засыпанный сахар, но залит вода не холодная, из-под крана будет, а вот у меня готовая стоит в баклажках отстоявшаяся вода комнатной температуры. От 20 до 30 градусов. Не знаю сколько точно, но это не важно. Вот. Ну и естественно проверим, что же лучше будет. Так, теперь, сейчас заливаем это все в байду и погнали, Так, в общем, первые 3 килограмма сахара разведенные заливаем. Так, все, первые 3 килограмма разведенные залили. Сейчас еще растворю и заливаем еще. Ну а пока варится вторая часть, засыпем дрожжи, активируем. Вот. В общем, сегодня решил попробовать вот такие вот дрожжи спиртовые с надписью «Водка Турбо». Great Britain, Британия, да? Ну, посмотрим. Рассчитан как раз на 6 килограмм сахара. Вот. Сбраживают до 6 килограмм сахара. Ну что, посмотрим, попробуем эти дрожжи. Такие я еще не пробовал. Посмотрим, что да как. О, кстати, похоже очень на те турбо дрожжи с такими же этими белыми примесями. Что, опять такие же турбо попались, что ли? Ну, что, попробуем, хер делать. Раз уж купил, не выбрасывать же. Если опять такой трэш будет с углекислым газом, я-то не знаю, что делать, куда бежать. Будут стоять 2 30-литровые баклажки, но это будет вообще дичь тогда. Посмотрим, как эти дрожжи себя покажут. Пока из всех доступных, из всех самых нормальных, мне кажется, это SAF момент. Самые адекватные. И продукт получается без запаха. Бродят без запаха. Да вообще классно. Самые топовые пока вроде как. Ну, конечно, они дороже выходят. Потому что их надо больше.
На этих посмотрим. 66 грамм на 6 литров, на 6 килограмм сахара. Хрен его знает. Так, что у нас тут? Сварился сахар. Сахар сварился. Крутую. Что, идем заливаем дальше. Вторую партию. Ну что, заливаем вторую партию сахара. Отлично растворился. Так. Ну, пока у нас активируются дрожжи, добавлю сюда необходимое количество воды. Ну, а потом уже в холодную воду дрожжей херакнем. Но это я снимать не буду, естественно. И перейдем сразу ко второй нашей кеге. Так, ребят, в общем, второй подопытный наш. Вот приготовлена вода у меня ровно 24 литра. Так как 6 на 4 будет 24. То есть 6 килограмм сахара на 24 литра воды. Из первой баклажки я уже отсюда отлил чуть-чуть, поставил в баночку, короче, засыпал сахар и добавил дрожжи. Посмотрим, как они отреагируют. Ну а пока будем заливать потихоньку. Так, теперь попробуем засыпать сахар. Не знаю, как это все получится мне засыпать. Хер его знает. Попробуем через такую херню. Нас с бутылками обманывают, поэтому я долью еще одну. Вот. Где-то приблизительно как раз вот. Вот теперь где-то одинаково у нас будет сейчас. Так. Опять же, все это дело сболтаем. Попробуем, как это получится. Фух, жарко что-то. Пойдет. Так.
В общем, у нас что тут, не знаю, видно, не видно. И, короче, справа вот это вот будет у нас, это то, что разведенный сахар. А слева сейчас сюда поставлю то, что только что засыпали. Будем контролировать таким вот образом. Ну что, ждем. Сейчас у нас время, дата, сейчас скажу. Среда, 23 июня, 15:21. Ну, там была на полчаса раньше поставлена. Но это не критично. Ну, посмотрим, так, часиков так через 5, что у нас получится, кто у нас будет больше пузыреть. Короче, сейчас я все задвигаю и ждем. Ребят, в общем, прошло чуть больше суток. Сутки и 4 часа, как мы видим. Вот. Так, вот смотрите, что здесь происходит. Так. Вот с растворенным сахаром стрельба идет, как вы видите. И то, что я засыпал так туда. То есть, как мы видим практически одинаково. В данный момент даже здесь чуть лучше идет пузыриться. Я даже вот пережать не могу его. Вот. Здесь смотрим. Здесь все одинаково, абсолютно. Единственное, что здесь вот вчера началось чуть пораньше. Нифига себе, горячий огонь. Блин, что-то тут конденсат какой-то собрался. О, все, ускакал. Нет, опять. Это не страшно. Так, в общем, все одинаково. Горячий. Ну, не знаю, посмотрим, что быстрее дозреет. Растворенный сахар или не растворенный. Да, кстати, сегодня смотрел. Вот чуть на дне, вот видно сахар. Вот он, так вот. Не знаю, видно, не видно. Но я так думаю, они его заточат. И, кстати, многие спрашивают, какой стоит запах в квартире. Вот, в общем, сегодня зашел с работы домой, когда запах такой, ну, в данный момент, ну, как будто, блин, алкоголики бухают, сидят в квартире. Но это все временно. Сейчас дня 2-3, и все будет нормально. Тем более, как мы видим, пузырение идет активное, дрожжи пукают активно. Ну, значит, и они спирт выделяют тоже активно. Что, соответственно. Ну, что, ждем дальше, короче. Так, ребят, сегодня у нас 26 июня, 18:28. Справа то, что был сахар растворенный, пузырьки уже практически не поднимаются. Слева то, что я засыпал сахар прямо в воду, еще небольшой процесс идет. Так, внутри, как мы видим, уже все в принципе идентичное. Вот. На дне сахара уже нет. Ну, в принципе, уже можно завтра перегонять. Так что считаю, что эту битву у нас победил никто, как бы боевая дружба, то есть дружба сахара и дрожжей. Ну, как-то так, ребят. Видим, что там, ну, потихоньку идет, но это уже, я считаю, все. Такие мелкие уже. Тут бахает посильнее. Ну, в принципе, как я и думал, и тот вариант рабочий. Можно засыпать прямо в воду сахар, можно растворять, как я делал всегда. И так все работает отлично. Ну, вот как-то так. Что я хотел узнать, доказать.
и вам показать. Ну и все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.